Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартира. Сегодня я стартанул каточку со своим подписчиком Топни 1. И я вижу, мне пришел убийца Гоблин со старта. Это означает, что в принципе можно будет неплохо какой-то контент намутить сегодня. Я вижу, есть жезл Киры, есть награда за гоблинов, есть... Там много чего есть. Сейчас я только кошку уберу немного, потому что вот это вот чудо черно-белое, вот это вот, мешает немножечко. Мешает, просто на клавиатуру ложится и в целом просто мешает. Отвлекает. Вот отвлекает и все. Вот и вот. Все. Она улеглась на вторую клавиатуру и чилится. Вот. Так, а ну я проверю. Микрофон работает. Микрофон работает, потому что в прошлый раз она мне выключила микрофон. Каким-то неизвестным чудным образом она выключила микрофон. И я это только заметил, знаете, когда? Когда я комментировал каточку подписчика, где-то минут через 10 я это заметил. Чисто увидел, что что-то такое красненькое горит. И что же это горит? Что же у меня может быть такого красненького гореть? Интересно. Короче, какой у меня план на эту игру? Видели жезл Киры? Я хочу попробовать этот жезл Киры реализовать. Буду реализовывать, наверное, через волшебников. Снайпнув. Значит, кто-то еще нас проснайперил стоп не один. Ну хорошо. Значит, у нас сегодня будет веселая каточка. Но пока что мне мой старт нравится. Возможно, знаете, я, наверное, сыграю через Луну и плюс троллей. Неплохо было бы смотрелось. Или же, может, через богов-жрецов. Через Лину. Я давненько, кстати, такой билд не записывал, поэтому можно, знаете, попробовать даже сыграть через богов-жрецов плюс Кириллина. В принципе, почему бы и нет, правильно? Почему бы и нет? Так, ну я возьму палку. Взял хпшку для плотности. Палку взял для скорости атаки. Буду этой палкой гасить всех своих врагов. Стрим снайперов тоже буду палочкой наказывать. Вот это вот по попе просто. Шучу. Чуть-чуть. Чуточку. Шаманы идут на самом-то деле. Мне этот орк-шаман уже 2 раза подряд пришел. Лучше бы ко мне Лина в 2 звезды пришла. Было бы замечательно. О, ну ясненько. Честно, я рассчитывал на то, что мне придет хотя бы Мьёльнир. Идеально было бы, конечно, чтобы мне пришел Мьёльнир под Лину. Это было бы шикарно. Лина бы разгонялась со своих тычек и тому подобное. А я бы, соответственно, мутил бы движ какой-нибудь. А ну-ка. Надо сейчас обратить внимание, работает ли скилл... не успею. Мне интересно, скилл Марса работает в этой маске? Если работает, это прикольно. Так, отлично. -1. Я думаю, не или смогу. 2 хикса в одного типа. Ой, молодцы, ребята. Хорошая работа, командная работа. Вот такую бы команду в каждой игре. Никогда бы проблем не было с саппортами. Так, есть один жрец. Мы не будем этого жреца скипать. Оставим этого жреца. Жрец нужен. Поставлю 2 богов, уменьшу немного КДшку себе. Ну и в принципе все. Как бы добавить еще нечего. Единственное, знаете, что я хочу вас спросить? Точнее, не спросить, а сказать. Ребята, в воскресенье, в это, 23 марта, будет стрим в 6 часов вечера по киевскому времени. Поэтому, ребят, приходим, запасаемся вкусняшкой и все такое. И еще минутка рекламки. Подписываемся на мой телеграм-канал. Подписываемся, не стесняемся. В описании под этим роликом есть ссылочка на телеграм-канал. В закрепленных комментариях есть ссылочка на телеграм-канал. В конце QR-код есть, в середине есть QR-код, по которому можно перейти. И, ребят, кто не поставил сейчас лайк, обязательно поставьте лайк под это видео. И кто не подписан на мой YouTube-канал, подписываемся. Подписываемся, потому что надо достичь 2000 подписчиков. Надо, давайте. Все вместе мы сможем это сделать. По одному вряд ли. Поэтому все вместе подписываемся. И лайк с комментом оставляем. Как писали в предыдущем ролике, давайте посмотрим, сколько нас здесь, кто пишет комментарии. Поэтому, ребят, давайте посмотрим. Сколько людей, которые пишут комментарии под ролики. Под этим роликом. Давайте соберем толпу народа. Блин, пока что как-то грустно. Пока что как-то реально максимально грустно. Не нравятся мне эти 2 типа. У одного есть охотники,
У второго есть орк, охотник 2 звезды. И то сильно. Что-то типа Лины хочется. Хочется что-то типа Лины. Что-то типа хочется Лины. Очень хочется. Можно? Как я говорил уже, ребят, чтобы желанное получить, надо немножечко поныть. Поэтому, где моя мать его Лина? В 2 звезды хочу. Давай, прямо сейчас, до 10-го раунда, чтобы у меня Лина уже в 2 звезды была. К 20-му раунду, чтобы у меня Лина была в 3 звезды. Вместе с Гримтачем в 3 звезды, Марсом в 3 звезды. И богини, и, короче, и жрицы 3 звезды. Все. Кстати, поставлю на лустрик сейчас себя. Стол. Я в любом случае не побеждаю. Типа смысл от того, что у меня будет какой-то другой стол. Главное, чтобы на 10-м раунде я смог спокойно победить. Там у всех врагов сильные столы. Тут еще есть, кстати, док пятерка. Можно будет его как-то закомбинить. Посмотрим. Пока что посмотрим, как можно будет его закомбинить. Насколько хорошо можно будет его даже закомбинить. Вот так вот. Блин, ну вот эта вот эльфийская волшебница, она прикольная. Я ее хотел попробовать в этой каточке собрать в 3 звезды под жрецами, чтобы было вкусно и красиво. Но тоже, на самом деле, нет. Это, по-моему, будет руина, эта волшебница. Просто смотрите, когда волшебница это накинет свою способность, они будут 3 секунды вне зоны доступа. И это как бы одновременно сильно, но одновременно не сильно, потому что когда ты выберешь вражеских героев под контроль, это минус 3 секунды от этого контроля. А это уже на секундочку не маленькие циферки. Да. Ну ладно, боги-жрецы, боги-жрецы. Надеюсь, все будет хорошо и прикольно, и я смогу собрать все как надо. Но я тут в любом случае не побеждал бы, поэтому да. Решение пойти через жрецов, как по мне, максимально оправданное. Правильно? Я считаю правильно. Кстати, там будет надо момент не провтыкать. Там тоже играют на лустрике. Этот момент мне нужно будет не провтыкать, это самое главное. Провтыкаю момент, потеряю лустрик. Потеряю лустрик, потеряю кучу денег. Поэтому это не нужно провтыкать. Это нужно не провтыкать. Без БПшки это немного сложно будет, но в принципе начальный старт я смогу как-то проконтролировать. БПшка помогает тем, что она показывает, кто к тебе уже приходил. Поэтому БПшка это must-have. Галочка возле ника это то, что доктор прописал. Там топ не один, я смотрю, винстрик уже себе взял. Неплохо, неплохо. Пока что старт добротный. Он еще и через бафа людей, да? Не, бафа людей еще пока что нет, это хорошо. Бафа людей нет, это значит отлично, потому что если был бы у него баф людей... Да шо ж ты так хорошо пришло? Не, ну, наверное, все-таки на мобов я поставлю 2 цветки. Это будет явно не ошибкой. Это явно будет не ошибка 2 цветки поставить. Может убрать эту волшебницу и поставить лучше богов? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что ж мы будем делать? Непонятно вообще. У Арсенала видите, какой стол? Да, он без денег сидит, но у него стол добротный. У него сейчас максимально плотный стол, у него почти все в 2 звезды. Надеюсь, от мобов не откисну. Так, оп. Хорош. Отлично. Все, шикарно. Забираю свои слова назад. Волшебница не бесполезная. На бабах можно юзать. Спокойно можно юзать. Тупо минус 2 цели сразу, и все твои юнити начинают бомбить именно одного голема. Самого нужного голема. Голема, с которого падает шмотка. Это вот этот вот центральный голем. О май гад. Короче, ребята, есть идея. Есть идея. Берем награду за гоблинов. Правильно? Берем награду за гоблинов.
Да, вот так вот сделаю все-таки. Сделаю вот таким вот образом. Сейчас возьму награду за гоблина. Со следующего раунда я буду максимально выходить в НК, максимально буду копить денежки, и будет все шикарно. Будет все замечательно. Топ не один там уже собрал себе и мехов, и людей, и винстрик имеет. Это ужасно. Это максимально ужасно. Ну ладно, в принципе, у меня сейчас будет награда за гоблинов, у меня сейчас будет 80 плюс монет, я начну ролиться потихоньку, буду ролиться до тех пор, пока не соберу себе лину в 3 звезды. Но что-то, знаете, как-то за 10 раундов, по-моему, я если не ошибаюсь, то лина пришла мне на втором или на третьем раунде, и вот почти за 10 раундов мне лина до сих пор не пришло. Это что такое? Это получается, лина сегодня не хочет со мной дружить, да? Окей, окей. Но мы сделаем так, что она захочет со мной дружить. Мы ее возьмем вот так вот и силой вытащим. Максимально силой вытащим. Правильно? Правильно. Топ не один снова пришел. Вот чисто топ не один такой сидит и думает: какая фармежка, боже, и мехи, и люди. Фарманул как... Фармит меня. Фармежку себе устроил. Ну ничего страшного. У меня уже 80 монет. Готовься. Готовься, я скоро к тебе приду. Там Арсенал еще с винстриком. Но Арсенал, кстати, будет помощнее, скорее всего, чем топ не один. Есть подозрение, что в действительности Арсенал его вынесет сейчас и заберет у него винстрик. Можешь попробовать найти рок войны? У меня в любом случае будет орк-жрец. Он мне необходим будет. Мне, кстати, дух пятерка тоже нужен. Кстати, есть хан. На крайний случай можно будет переиграть всю ситуацию. Надо будет, короче, надо смотреть будет по игре, что мне будет приходить и как будем мы с этим бороться и тому подобное. Потому что, смотрите, легендарки здесь классные. Стол пока что у меня ужасный, потому что особо ничего не идет. И... Сейчас начну ролиться. Что-то типа лины хочется. Ой, как хочется. Поставлю баф людей. У меня в любом случае нету... Мне там говорили, жрецы хорошо стакаются с линой. Что, проверим? Я думаю, стоит проверить. Я думаю, 100% стоит проверить. Я, короче, в моменте решил, что не буду проверять. Буду по старинке через лину. По старинке через лину. Денег, конечно, у меня мало. Но я думаю, вы и так прекрасно поняли, что я по старинке буду через лину играть. Не хочу я через мету играть. Вот не хочу и все. Не заставите вы меня играть на мете. Не заставите. По крайней мере, пока что я так хочу. Поэтому не заставите. Даже не просите. Лины абсолютно нету. Я лины даже вот не вижу от слова совсем. Где моя лина? Вообще не идет лина. 3 чувака уже на винстрике. Угу. Что-то как-то очень плохо идет. Что-то ситуация так себе на самом деле. Ну ладно. Ну ладно. 30 хп, 80 монет. Есть еще куча баночек, но эти баночки могут мне не помочь от слова совсем. Может взять уровень и идти в уровень уже при 80 монетах. Шмотки так себе. Мне вот эта вот маска берсерка, она ни к селу, ни к городу. Куда мне эту маску берсерка засунуть? Есть 8... Еще одна маска берсерка. Да иди ты в баню. Антимаг так и просится. Вот просится мне этот антимаг. Ладно, Лина пришла уже. Лина в 2 звезды есть. Антимаг гуляй. Как я уже сказал ранее, здесь антимагу не место. Антимаг должен страдать. Не буду его брать. Я не буду на темной стороне. Я буду на светлой стороне. Хоть и обоссанный и тому подобное. Купил только что Джаггернаута, чтобы выйти в 80 монет, потому что я на лустрике. Из-за того, что я на лустрике, я
получаю намного больше монет, чем у меня есть. То есть у меня сейчас есть за лустрик, короче, за 10 лустрик, кстати, там Арсеналу сбили винстрик, за 10 лустриков у меня что-то там плюс 2 монетки за каждый раунд. Поэтому я немного выхожу, если что, из инкама. Фу, из инкама. Короче, перехожу порог 100 монет. Жалко, на самом деле, что в этой игре так. Я думаю, логично было бы сделать где-то 110 монет. Ну, логичнее, по крайней мере. Потому что, когда ты играешь через эту реликвию, что на винстрике, что на лустрике, у тебя начинается переизбыток денег. Это тупо немного. Тут вообще непонятный стол. Топ-1 против Арсенала. Посмотрим, посмотрим. А, не наоборот. Это Арсенал сбил винстрик, а не ГЦЦ. Так, кто из них там проиграл сейчас винстрик? Топ-1 проиграл винстрик. Немножечко злорадного смеха. Мне что-то так Лина туго идет. Может ее в баню и продать, а? Мне вот прям кажется, что нужно продать эту Лину. Вот прям понимаете, у меня есть чуйка. Где-то в середине меня, прям в груди, говорит, продай Лину, она тебе не нужна. Ты мало что сможешь с ней сделать. Продай. О, Дум прилетел, все понятно. Короче, надо заюзать баночки, иначе сейчас откисну. Фу. У меня было 56 хп. Так, вот 2 яйца. Знаешь что, Лина? Давай до свидания. Давай до свидания, иди гуляй. Здесь нет места для Лины. Я даже знаю, как я могу собрать его. Надо, если что, 20 раунд сейчас, чтобы я мог выбить какую-то шмотку и переделать ее в легендарную. Сейчас у меня предметы откровенное дерьмо. Но, дай бог, я сейчас рано... Ух ты, там энигма уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 6 хп за баночку. Как вам? Скилл? Скиллота. Скиллота еще та. Блин, на самом деле, я не верю, что я могу это камбэкнуть. Хотя, если повезет мне по предметам и припадет то, что мне надо, то, в принципе, почему нет? Могу даже камбэкнуть. Но только если повезет по предметам. Сейчас посмотрим. Хорошая ли у меня удача на эту каточку или не очень? Объективно, если так посмотреть на эту катку сейчас, шансов у меня, ну, как кот наплакал. Боже, как восстанавливается хп хорошо. 4 хп только что восстановил. Сейчас бы главное от мобов не откиснуть. Фулл гоблины. Ну, по идее, через нежи жреца можно спокойно будет поиграть. Главное предметы. Мне нужно кольцо 4 тира, мне нужен щит 5 тира. Так, отхил. Хорош. На мгновение мне показалось, что я сейчас откисну от мобов. Непонятно, что топ не один собирает пока что. Вообще непонятно. Все-таки не зря мне так показалось, что я откисну от мобов. Понял, принял. Понял, принял. Я думал, мне немножко это повезет. Но, по всей видимости, не сегодня. Я сейчас выйду немного из инкама, хочу найти нежи-жреца. Может, нежи-жрец ко мне придет. Ну. Так, орк-жрец есть. Еще чуть-чуть. Ну давай, давай, есть яйцо. Нежи-жрец. Да! Шикарно. Единственный минус, знаете, в чем? Потому что я не убил только что мобов. Причем ни одного моба я не убил. По этой причине.
Я не выбил никакой шмотки. А это значит, что правильно, что я не смогу найти предмет 5-го тира. Надо в уровень идти. Я сейчас как бы вышел в 50 монет, но все равно не то. В 60 монет я выйти не могу. Так, арсенал. Антимаг присосался. Дум прилетел. Понимаю. Минус 19. Минус 19. Надо было... Может взять было уровень. Выйти из инкама и взять уровень. Хотя... Звери. Вот это там спам. Шаманы. Интересно. Шаманы-маги. Интересненько. Интересненько. Мне нужно идти в уровень. На самом деле мне сейчас надо прекратить улучшаться и просто брать и идти в уровень. И все. Опа, антимажика взял под контроль. Нет! Мне ГГ. Удивлен. Ни грамма. Кстати, топ-1 сбил только что чуваку винстрик. Хорош. Отомстил, так сказать. Сначала он у тебя, потом ты у него. Через дух. Ого, у тебя стол. Прикольно. Короче, ребята, я только что, если что... Я немного забыл по поводу того, что у меня есть аптечка. Помните, ко мне пришел охотник, и он выбил мне 19 хп. У меня тогда было 50 монет. И надо было в тот момент юзнуть эту аптечку. Я за нее совершенно забыл. Я немножко просто был в расстроенных чувствах из-за того, что я проиграл 20-й раунд. Я так, я думал, я выиграю раунд, переделаю шмотку, найду шмотку 5-го тира и все такое. Но из-за того, что я был вот в таких немного потерях, я забыл юзнуть аптечку. Не было смысла абсолютно от награды за гоблинов. Не было абсолютно никакого смысла не было от этого, от этой награды. Надо было юзать тогда аптечку. Я бы себе получил чисто 19 опыта, как с куста. Короче. Не плюйтесь, не плюйтесь. Я свою ошибку понял. 2 охотника. Вот зверь. Меня смущает зверь. Он там играет через рыжего лиса, но он меня все равно смущает. Он может наспамить на все мое хп. А мне этого как бы не хочется. На 25-й, походу, ждать. А смогу ли я дожить до 25-го раунда? Вот в чем вопрос. Ну, как бы попробовать можно, почему нет? Мне, кстати, в комментарии писали, что если собрать бабку в 3 звезды через Мамору, довольно-таки рано, плюс найти более-менее адекватные шмотки, под 2 богами она разваливает так, что просто диву даешься. На самом деле, я хотел бы попробовать... Кстати, я немного камбэкую. Жалко, здесь нету метаморфозы. Я бы с метаморфозой мог себе огромное количество хп восстановить. Но из-за того, что метаморфозы нету, то все печально пока что. Все пока что печально. Там один гоблин-мех на 9-м. 63 монетки. Понял, принял. Но меня больше всего опасает это вот этот вот охотник, который в 9 позиций сейчас играет. Ему так хорошо идет, что прям диву даешься. Что мне за предмет 3-го тира нужен? Ну, в идеале, на самом деле, то, чтобы мне упали бусы на отхил. Как-никак, но бусы на отхил это будет то, что доктор прописал. Это первый момент. Второй момент. Магов здесь как таковых я не вижу. Ну, кроме шамана-мага. Но так как у него там всего лишь первый баф магов, я думаю, это не особо опасно. Поэтому что? Правильно. Поэтому можно будет
Шар бездны и скипнуть, вдруг чего. Можно будет, ну там... Ну, в любом случае, у меня даже есть жрецы. Ну, кстати, взгляд СС тоже имбалансная шмотка. Но... Этого мне не надо. Ай, была не была. Давай попробуем. Я худею. Вот как-то такой мув сделал. У меня сейчас 3 жреца, которые будут брать под контроль. 6 из 9 фигур. В принципе, все более-менее хорошо. Самое грустное то, что мне пришел Мьёльнир. Я рассчитывал хотя бы ну, на какую-то маску, кирасу. На радике рассчитывал. Вот на что-то такое. Но Мьёльнир. Не скажу, что это слишком... Я думаю, топ не один рад. Очень рад. Очень рад, то, что я забрал у него антимага. Я думаю, он невероятно рад. Ой, как же я ему наспамил. Вот такое я люблю. Сколько минус? Не, ну минус 19 мало. Дух пятерочка сюда. Дух пятерочка это нам надо. Короче, можно будет взять 10 уровень. Оставить духа пятерку. Как боевую единицу. И поставить все-таки спамера. Я думаю, это будет очень круто. Там чел вот на гоблинах мехах сидит. На самом деле на гоблинах мехах сейчас играть это такая каторга. Но топ... Вы посмотрите, что у Арсенала там. Энигма в 2 звезды. Тайд в 2 звезды. Медуза в 2 звезды. Весь стол в 2 звезды. Как ты нашел такие 2 легендарки в 2 звезды так быстро? Интересно, смогу ли я найти духа пятерку в 2 звезды или не смогу? Какой хекс? Успокойся. Не души. Хил? Так кого ты хилишь, баран? Ну. Вот так вот играешь ты на шаманах, тебе попадается какой-то плотный билд, и все. И делаешь, что хочешь. На самом деле я более-менее удивлен. Я думал, он меня снесет. Я не ожидал, что я смогу его пережить. Неплохой, кстати, скилл стырил Рубик. Неплохой. Он будет кастовать свое окаменение с медузы и будет срабатывать пассивка духа пятерки. Ой-ой-ой, какой там утопный персонаж. Да. Гоблины мехи. Ого. Но тут, я так понимаю, есть 2 фаворита. Вот этот вот шаман-маг и охотник. Это прям 2 лютых фаворита. Ну, импакт спектры обнаружен. Ребят, я миллиардный раз говорю, не керьте спектру, если вы не деретесь керри 1 на 1. Спектра юзас персонаж. Ну, вот только что вам продемонстрировал по полной программе, насколько спектра очень полезный персонаж. В скобках. Он вообще бесполезен. Жалко, орг-жрец умер. А, у меня его нет. Я что-то на мгновение подумал, что у меня орг-жрец есть. Как же я сочувствую топ не один. 7 хп. Был на хорошем винстрике с хорошим количеством хп и все такое. Но рандом его благоволил по полной программе. Так благоволил, что аж осталось 5 хп. 7 хп. Прошу прощения, перепутал с последним местом. Блин. У меня винстрик. Неожиданно, нежданно у меня есть винстрик. Но там есть зверь и... Звери на сумонах. Но больше всего меня опасает вот этот вот чел на охотника. Как же он будет жестко разваливать. А вот это мы одобряем.
А это мы одобряем. Вдвойне одобряем. Пока-пока. Я просто забрал у него Фуриона, в котором находился Некромикон, наспавнил 1000 народа и просто снес ему все табло. Все, минус 2 типочка. Остались 4 фаворита. Но то мне как-то, ну, очень грустно все. Да, дух как бы 5 есть, но и это все. Это все, что есть. Вот у чела на первом месте много всего есть. Я даже не знаю, как с ним бороться. Мне нужны хорошие предметы. А вот какие предметы? Ну, на самом деле, такие предметы. Смотрите. Из 4 тира мне нужно колечко на 120 блокирования урона. Из 5 тира мне нужен обязательно щит 5 тира, потому что это самый имбовый предмет в текущем патче. Разваливает, будь здоров. Он мне много чего сможет делать, этот щит. И после этого раунда я все-таки буду скипать предметы. И буду искать предмет 5 тира. Надо. Надо. Два зверя. Лучше бы это было 2 духа 5. Я бы его в двоечку сразу собрал. Опа. Чиназис. Не. Это плохо. Не. Там в предыдущей пачке была Кираса, была маска 5 тира. Лучше бы я взял Кирасу. Хотя и маска 5 тира тоже была имбовая. Но. Мне щит 5 тира нужен кровь из носа. Если у меня не будет щита 5 тира, меня снесут. У меня не будет ни единого шанса выжить. Но. Также у меня есть бессмертие. Бессмертие это имба. Бессмертие мы одобряем. Так, вот маг-шаман. Маг-шаман. Помните, раньше была мета, когда играли 4 шамана, 6 магов, либо 6 шаманов, 6 магов. Блин, какая прикольная мета. Так, топ-1 вылетел. Обидненько, конечно. Но, зато я зашел в топ-3. Спасибо, что уступил мне место, топ-1. Надо будет 10 взять. Я пока коплю денежки, чтобы взять 10. Просто играешь на охотниках, шмотки не переделаешь, и такой стол. Вот. Ну, там странный билд у этого ГТЦ. У него шаманы, маги по старинке. Только в чем смысл, не пойму. Да, там как бы перевоплотиться 3 шамана. И может какой-то хороший полезный шаман упасть. Но как по мне, это бредово. У него нету посоха 3 тира еще. Был бы у него посох 3 тира, это была бы огромная проблема. Я, наверное, драконий рог отдам сейчас в жрицу, чтобы она сразу закасила свой отхил. Все-таки это имбовый отхил. Понял. Лучше бы я этого не делал. Видите, куда она свой хил кастанула? Еще одного. Еще одного хотя бы. Какая ж ты... Ой, мне нужен 10. Я, наверное, все-таки к горну подготовлюсь. Придет мне хан, я, наверное, горн поставлю. Я думаю рискнуть. Щит 5 тира необходим. Без него у меня не будет шансов. Я думаю, стоит рискнуть. Так, еще раз охотник. Вот тварь на Муэрте. Видели, сколько времени она потянула сейчас? Если бы она столько времени сейчас не потянула, я бы снес ему табло намного больше,
чем сейчас. Обалденно только что взял героев. Обалденно. Почему я так зеркало не взял? Вот чисто мне сейчас спартануло, что я взял нужных персонажей. И я снес этого чела. В предыдущий раз он меня снес. Снес так, что и забрал винстрик. Кстати, я двоих выношу пока что. Пока что двоих выношу. Боже. Из соплей и грязи залетел в князи, по сути, да? В топ-3. Ну реально, из соплей и грязи. Можно это отнести к тому. Ну давай. Орк-жрец. Орк-жрец. Блин, ну хочется Гранд-Геральда тогда лучше поставить, наверное, чем орка-жреца в единицу. Медуза. Ну, скилл Медузы, конечно, очень полезный стырил этот рубик. Я думаю, все-таки апнуть и поменять местами вместо орка-жреца. Не знаю, не верю я в орка-жреца. А вот это хороший прикольчик. А вот это мне нравится. Стырить, это способность тайны, это хорошо. Это прекрасно, это замечательно. Живи. 4 хп осталось. Сейчас баночку заюзаю. Сейчас я думаю, как поступить. Я думаю, убить сначала дракона, посмотреть, что мне там упадет. И после этого уже отталкиваться от того, что мне придет. Как я могу свою ситуацию решить? Поставить хана, поставить горна. У чела, конечно, там ни одного медальона нету, судя по всему, на охотниках. Но все равно его нужно опасаться. Если я возьму не этих героев, то это будет ГГ. Думаю, рискнуть все-таки взять предметы поролить. Мне нужен предмет 5-го тира. Жрица вообще кидает свой отхил как не надо пока что. Не, мне упал, конечно, предмет. Но я думал, что сейчас не затащу. Есть! О, да! Вот это то, что доктор прописал. Вот это я сейчас вытащил Феррари. Я думаю, вот таким вот образом сейчас скипнуть, взять из этого оставить. Да. Риск оправдан. Риск максимально сейчас оправдан. Ни грамма не жалею то, что я сейчас взял, рискнул, рольнул шмотку 5-го тира, и мне упал долгожданный щит. Так, мало ли того, что мне упал долгожданный щит, мне упало кольцо 4-го тира. Кто вдруг не понимает, почему я так радуюсь, то смотрите, я нерфлю сейчас 120 урона, физического, чистого, без разницы. И при этом у меня еще есть щит 5-го тира, который будет возвращать просто уйму всего. Вы посмотрите, как работает этот щит. Да не имба этот щит. Который раз я могу говорить, что это не имбалансный щит. Тупо 0 урона по мне, смотрите. Зато я как пулемет. Чисто Звездные войны. Я джедай. Круто? Я считаю, очень круто. Вот. Имба. Единственное, что не имба, это то, что я сейчас ношу по минимуму. Минус 5 всего лишь. Для того, чтобы победить, надо бы 5 раз снести. Опа. Хочется, конечно, Рубика оставить. Собрать его в 3 звезды. Но если он стырит какую-то дичь, то от Рубика будет полезного мало. Может продать этого Рубика? Этому магу не хватает посоха 3-го тира. Без посоха 3-го тира ему будет грустно. Арсенал 11 уровень, на минуточку, если что. Обалдеть. Наверное, аптечка священника у него.
Так, -1. Охотник вылетел. 11 уровень не помог. Сейчас мы остались с магом-шаманом. Ну, посмотрим, кто кого. Ну-ка, каковы шансы, что я его вынесу? Я ставлю шансы 90%, 5% погрешность и 5% это случайность. Знаете, вот нестабильное число. Ставлю пока что Рубика. Хотя я, наверное, его сейчас поменяю местами. Чтобы брать под контроль 3 героя. Ну, как по мне, Рубиков 3 звезды надо собирать. Надо пытаться его собирать, и надо духа 5 этого апать. Ну, в принципе, предметов тут больше нету полезных из первого тира, поэтому можно этого, в принципе, даже не брать. Надо ждать, наверное, 40-й раунд. Я вряд ли его вынесу с 2 раунда. Даже, скорее всего, он меня может вынести за 2 раунда. Если ему упадет Дум, то он со своим Думом может меня спокойно вытащить. Но без посоха 3-го тира ему будет тяжко. Так, а я ни одну фигуру под контроль, получается, не взял, кроме шаманов. Это плохо. Удивлен? Честно говоря, ни грамма не удивлен. Да не имбовый этот щит. Да не имбовый этот щит. Но то, что они меня из контроля не вытаскивают, это немножечко печально. Заставляет грустинку пустить. Кайфовый щит, мне нравится. Щит без КД это то, что доктор прописал. У меня не хватает скорости атаки адекватно, чтобы снести этот горн. И походу у нас сейчас будет с меча. Я вряд ли успею этот горн забить. Или успею. 3 удара, давай. Давай. Да давай. Ну. Что? Давай. Серьезно? Ладно. Чему я удивляюсь? Честно, я уже начинаю удивляться таким мелочам. Но они просто... Это жесткие мелочи. Прям жесткие мелочи. У него везде есть медальон. У каждого из... Ну, короче, из каждого мейн-фигуры у него сейчас есть медальон. Кроме шаманов. Ну и пока что у Хана нету тоже медальона. Но Хану пока что и не надо. А, нет. Хана я забираю у него все-таки. И духа 5. Нет, Хана только забираю, получается. Получается, забираю только Хана. О. Оржец начал работать, хорош. Котел закасил куда не надо. Ой, хорош. Давай еще сумани. Еще. Оржец, давай еще. Пожалуйста, давай. Еще одного. Хорош. Сколько? Минус 22. Блин, а что мне нужно из 4-го тира? Мне надо каким-то образом усилить этого орка-жреца. Каким-то образом. Можно, знаете, как поступить? Я могу сейчас поставить на 40-м раунде... Фу, на 40-м, на 41-м раунде антимага в первую линию. И дай бог этого антимага снесут. И орк-жрец засуммонит этого антимага в 2 звезды. Засуммонит его в 2 звезды под рогом войны. Это будет четко. У него будет много скорости атаки. Он сможет спокойно наносить свой импакт по максимуму. Но. Если повезет. Надо сделать таким образом, чтобы орк-жрец жил. Зря, походу, я скипал орка-чернокнижника и все такое. И Рубика, скорее всего, у меня не получится собрать 3 звезды. Он не идет пока что как-то. Не идет пока что этот молодой. Не хочет. Говорит не сегодня. Но какое же имбалансное сочетание. Щит 5-го тира. Взгляд Азеса. Колечко 4-го тира. Вот такое я люблю сочетание. Вот это вот хорошо. Вот это вот по-нашему. Я возьму кабанчиков. Получу немного денег. О, блин. Может ты рискнуть продать всех рубиков и попробовать собрать духа 5? Ну, пожалуйста.
Взгляд СС я не хочу скипать. Хороший предмет. А что я смогу из предметов 4 тира? Но есть БКБ, есть Некромикон. И РФР. О, давайте рискнем. Честно, я рассчитывал на Некромикон. Я сейчас БКБ закину в Чена, чтобы он пережил прокаст всех этих чуваков. У меня и так в любом случае жрец ниже переживет это все. Надо, чтобы пережил... Не-н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 е. А ну-ка, напишите в комментарии, у кого тоже в пятки ушло, как и у меня. Сердце. Забыл сказать. Честно, ну, я удивлен. Я думал, мне ГГ. Там 200 хп осталось у этого жреца нежити. 200 хп. И просто, благодаря щиту 5 тира, только что эти 200 хп я засейвил. Потому что антимаг только закатил свою... Ну, он замахивался своей тычкой, и он ударил сам себя. И у меня нежный жрец захилил себя. Вот это вот кайф. Вот это вот я понимаю. Вот это вот добротно только что было. О, яйцо. Так, антимаг, до свидания. Жреца апаем. И БКБ отдаем не жрецу. Все. Вот теперь сейчас будет контент. Вот теперь будем разваливать. Вот теперь мы не оставим ему шансов. От слова совсем. У меня сейчас настолько он плотный, что это просто диву даешься. Он будет разрывать всех и вся. Нужно отдать ему должное. У него дух 5 тоже сильный. Единственное, что на его бы месте я бы искал посох 3 тира. Без посоха 3 тира дамага минимум. Максимальный минимум. Но я бы все-таки шаманов бы скипал. Ну, типа, прикольно, да, вот так вот шаманов подкинуть. Ну, тоже. Такое себе, как по мне. Но я думаю, его вынес. Тупо урона нету. Сейчас еще и БКБ откатится, я еще в БКБ постою немного. У меня еще дух 5 живой с огромным количеством хп. Вот поставил бы он 6 магов чистых. Я думаю, с 6 магами чистыми под посохом 3 тира он бы смог меня намного быстрее снести. Я думаю, его логика была такова. Соберу магов-шаманов, это в принципе необычно и прикольно. И от контроля жреца избавлюсь, я еще и вынес. Хорош. Выжил на соплях. Выжил максимум из этой игры. Реально выжил максимум. Красиво, красиво. Хорош. Мне понравилось. Мне понравилось. Это было добротно. Это было прикольно. Тупо лайк. Все. Все. Я был аутсайдером и по итогу зашел в топ-1. Круто? Я считаю, очень круто. Катка шедевральная. Это было неожиданно. Я в моменте, в предыдущем раунде подумал, что мне все, что мне каюк. И это почти так и было. Это почти реально так и было. Все. Ну, мне добавить нечего. Щит 5 тира не имба. Идеальное сочетание 4, ну, кольца 4 тира. Щита 5 тира. Охотник меня вообще не дамажил, потому что у меня все возвращалось и тому подобное. Плюс у меня была куча хп, он у меня нереально плотный был. Плюс у меня жрецы были. Короче, все было шикарно и шедеврально. Вы сами все прекрасно видели. Стоит ли мне что-то здесь добавить? Да. Я в моменте обосрался, что не заюзал аптечку священника. Я мог себе просто вернуть 19 опыта. Но... Затупил, ребята. Затупил, обкекался. Ну, что поделать? Что поделать? Правильно? Ну, в принципе... Ну и, кстати, вот момент там был. Предыдущий раунд, когда у меня что-то не вынес. Реально фартануло. Нереально, реально фартануло. Я мог откиснуть. 200 хп. 200 хп. Одна тычка антимага. Но
Я исправился, отдал БКБшку. Я просто подумал, что Чен сейчас возьмет, вызовет антимага. Антимаг под рогом войны подбежит, начнет бить мана-героев, начнет кастовать свои способности, все такое, и так далее, и так далее, и так далее. Но план говно, и я в нем говновоз. Как-то так. Все. Я думаю, вы все прекрасно поняли. Короче, хорошо, что я в конце перекинул БКБ. БКБ реально мне спасло. Не только меня спасло, но еще духа пятерку спасло. И кайфанул. Но чуваку на втором месте тоже нужно дать должное. У него интересный билд получился, но подбор предметов говно. Без посоха третьего тира, без агонима, дух пятерка мало подамажит. Посох третьего тира даже must have. Посох первого тира первого тира. Посох третьего тира, который дает 20 стаков, он должен быть первоочередно находиться в тех персонажах, которые бьют магический урон. Первоочередно. Вот его дух пятерка мог ваншотать весь мой стол, если бы у него был посох третьего тира и еще сверху агоним. Это был бы просто лютый развал кабины. У него и так достаточно было контроля. Ему вот эта цепочка четвертого тира абсолютно вообще не нужна была. У него был Тайт, у него был... Кто у него был? Медуза, по-моему, была. Не Медуза. Короче, у него там шаманы перевоплощались, и некоторый контроль накидывался. Плюс там цепочка первого тира есть от шаманов. Короче, контроля было за глаза. Элементарно одного тайда бы хватило для прокаста этого духа пятерки. Но... Что ж. Ну что ж, бывает. В принципе, катка. Во, найс. Мне понравилось. Что вы думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк и подписаться на мой YouTube канал. А также подпишитесь на мой телеграм-канал. Телеграм-канал закреплен в описании под видео, закреплен в комментариях отдельным сообщением. Если что, там у него ссылочка есть. Так давайте, переходите, подписывайтесь. Там у нас чат комьюнити есть, где мы все общаемся. А также на экране у вас появится QR-код для перехода на него. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.